Дорогие друзья, дорогие слушатели подкаста «Танда», большое спасибо, что вы с нами. И сегодня у меня официально первый эпизод, и он необычный, потому что это не только монолог, грубо говоря, со стенкой, это будет у меня интервью, своеобразное, дистанционное, с невероятной девушкой, и сейчас будет очень много восхваляющих эпитетов, с красивой, умной, настоящей красавицей, профессионалом своего дела, человека с большой буквы, режиссером, продюсером и сценаристом Анной Обаянской. Ань, привет! Привет, Зариночка! Добрый день, утро, вечер, наши дорогие слушатели. Я очень-очень рада, что мы стали с тобой такие первооткрыватели, скажем так, именно диалогового формата, твоего личного авторского подкаста. Я тебя очень сильно поздравляю, очень сильно тобой горжусь, радуюсь и вот прям рада и горда, что могу тебя таким образом поддержать. Спасибо большое, Аня. Да, на самом деле я не ожидала, когда после моего пилотного эпизода Аня мне пишет и говорит: давай с тобой сделаем классную запись, это будет очень круто. А на самом деле я хотела попросить Аню пригласить к себе на такую дистанционную беседу, но я думала, что мне нужно немножечко раскачаться, позвать там своих друзей, чтобы, так сказать, разогреться, вот. Но, Ань, получается, что ты сегодня перерезаешь мне путы, это такая, знаешь, ответственная миссия, и как бы режешь ленточку официально моему подкасту. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе. Спасибо. Ну, мы начнем, наверное, уже переходить непосредственно к диалогу, к нашему интервью. Вот. И мне бы хотелось, Аня, узнать, как ты пришла к профессии режиссера, потому что многие тебя знают, я думаю, из тех, кто нас будет слушать, как невероятно профессионального режиссера, очень востребованного. Но хочется узнать, как ты к этому пришла, потому что, может быть, у тебя были какие-то планы, мечты, цели, когда ты училась в школе, когда ты училась... Ну, в университете ты уже училась на режиссера, да? Да, все верно. Вот. Кто повлиял на твое решение? Вот. И очень интересно было бы узнать. Ну, мне очень сильно повезло. Повезло с тем, что я почти сразу знала, чем я хочу заниматься и кем я хочу стать, когда вырасту. Знаешь, вот этот классический школьный вопрос в старших классах, когда старшеклассникам дают заполнять какие-то анкеты разные, профилирующие, либо просто педагоги разговаривают на тему, кем же в итоге вы хотите стать, куда вы будете поступать и так далее. Вот, я считаю, что действительно мне повезло, что я практически сразу определилась и знала, чего хочу. Я прекрасно понимала, что я абсолютный гуманитарий, я очень творческий сам по себе человек. Мне всегда очень нравилось сочинять, что-то придумывать. Естественно, все школьные первые и последние звонки, КВНы, утренники, не знаю, какие-то КВНы, все это было в моей жизни. И я была, собственно, очень таким активным креатором всегда. И выступала на сцене. В 15 лет я начала заниматься танцами, хотя, в общем-то, это достаточно поздно, как для какого-никакого профессионального уровня, но тем не менее. То есть я прекрасно понимала уже в таком сознательном возрасте, не просто в детском, знаешь, когда маленьких деток отдают на разные кружки, и где-то это по большей степени желание родителей. А я вот как раз пришла в творчество. Творчества в раннем возрасте у меня не было как такового, я особо ничем не занималась, и родители там никуда меня не отдавали, ни на чем не настаивали. Вот. А уже творчество в моей подростковой жизни началось сознательно, и это уже были мои личные выборы, приоритеты и шаги, скажем так. То есть я начала заниматься танцами, я активно участвовала в школьной творческой жизни. Вот. И когда, собственно, стал вопрос, а кем же быть во взрослой жизни, в настоящей жизни, я поняла, что все, назад дороги нет, и я однозначно хочу свою жизнь связать с творчеством, с искусством, с культурой. Вот надо найти только путь, по которому я буду идти. Но то, что это будет однозначно творчество, вопросов не было. И тогда, собственно, я начала размышлять. То есть не только во мне, скажем так, творческие какие-то задатки были, но здравый смысл и рационализм присутствовал тоже. И тоже с самых ранних лет. Я начала анализировать себя, свои способности, возможности и перспективы. Повторюсь, я занималась танцами, я понимала, что сцена — это безумный просто адреналин и в хорошем смысле наркотик, который вызывает зависимость. Люди, которые хоть раз
вкусили этот, ну, вкус, запах, звук аплодисментов, запах сцены и вообще вот вкус вот этого всего закулисного мира, они прекрасно меня понимают, о чем я говорю. То есть это, ну, отстать, скажем так, от этого невозможно. То есть ты погружаешься в этот мир с головой, если это твое, если это действительно твое, это твое призвание. Но при этом я понимала, что великой танцовщицей я не стану, но опять-таки отдавая себе отчет в своих там каких-то физических и профессиональных Ты умениях. относишься ко всему очень реалистично, у тебя реальный взгляд на вещи и на мир в целом. 100%. Я всегда анализирую. То есть, да, я очень эмоциональный человек, но когда эмоции проходят, я начинаю все анализировать и раскладывать по полочкам. И, собственно, все, танцы сразу отпали. При этом, что безумно манила меня сцена, но танцы сразу нет. То есть, да, у меня были определенные успехи в своем коллективе, я была солисткой, но все равно это местечковый уровень. Я сама из города Днепропетровск, это не Киев. Вот, и, ну, как бы я понимала, что выше головы я не прыгну, собственно, это меня устраивало. Дальше, что у нас дальше? По сценическим искусствам были. У нас было пение, вокал, но это сразу не мое, все как бы. Тот, кто один раз хотя бы услышал, как я пою, надолго прекращает со мной общение. А вот Нет, я не слышала, Ань, кстати. Поэтому мы с тобой и дружим, Зариночка. Поэтому я слушаю, как ты поешь. В обратную сторону этот процесс не работает. Вот. Дальше что у нас было? Актерское мастерство, либо там мастерство ведущей, но тоже понимала, что наверняка великая актриса я не стану, но как бы нужно что-то дальше искать. При этом я наблюдала за одним очень интересным человеком, который вот прям вызывал у меня неподдельный интерес. Это в нашем городском ДК, где я занималась, где мы выступали, был, естественно, главный режиссер этого Дворца культуры. И вот, собственно, его личность, и его профессия, его род занятий меня очень сильно привлек. То есть я вот смотрела, что делает он, ну, на каких-то сборных концертах, скажем так. Я смотрела так, он формирует концертную программу, он дает нам задания, там, например, вот нашему тому же танцевальному коллективу, ну, грубо говоря, сегодня вы будете танцевать этот номер, потому что он мне нужен по сюжету, по сценарию. Потом я смотрю, он также работает, взаимодействует с другими артистами, он иногда выходит на сцену как ведущий. То есть я прекрасно понимала, что вот это именно тот человек, именно та профессия, которая компилирует в себе разные жанры искусства, которая такая сводит воедино все направления. И, собственно, он является проводником абсолютно всех сценических видов искусства, и это то, что, собственно, мне надо. Мне не надо быть примой балериной, мне не надо быть супервокалисткой, мне не надо быть, там, я не знаю, великой актрисой, но если у меня есть какое-то творческое видение, и есть силы и мозг это все свести и подать, и правильно преподнести зрителю, значит, это мое. И все, собственно, вот так вот все стало на свои места благодаря главному режиссеру местного Дворца культуры, по-моему, если я не ошибаюсь, зовут его Михаил Ворожейкин, дай бог ему здоровья, я на него посмотрела. Я посмотрела на него и приняла для себя решение, я хочу быть режиссером. Был у меня, скажем так, еще один путь, куда я могла свернуть, но по большому счету это тоже такое одно из направлений. Я поступала после 11 класса, помимо режиссуры, я подала документы на режиссуру в Киев, и я подала еще документы на журналистику в наш Днепропетровский национальный университет, на журфак. Это достаточно престижный вуз, и особенно вот журналистское направление, то есть оно достаточно котируется у нас в Украине и как бы считается достаточно престижным. И, собственно, я поступила. Так получилось, что по времени экзамены на журфак были немножко раньше, чем вступительные в Киеве на режиссуру. И, собственно, на момент, когда мне надо было ехать в Киев, сдавать экзамены на режиссерский факультет, я уже поступила на журфак в Днепре. И причем поступила на бюджет и прошла достаточно серьезный конкурс и отбор, и там была чуть ли не в первых рядах вот этого, знаешь, списка абитуриентов, которые поступили. Вот. Ух ты, И, собственно, достойно аплодисментов.
Да, спасибо. И мои родители, конечно же, сокрушались и говорили: зачем тебе этот Киев, зачем тебе эта режиссура, ты поступила здесь у нас дома на журналиста, это тоже творческая профессия, здесь тоже можно писать, сочинять, снимать, ну, по большому счету так и есть, как бы очень тоже Мгм. достойная, интересная профессия, и, собственно, она мне потом в дальнейшем очень много помогала, именно вот такое как бы направление и склад ума, скажем так. Мгм. Вот, но при этом как бы я знала, что моя главная цель там, в Киеве, и я поеду туда. И, естественно, я поехала, поступила, и мне надо было забрать те документы, которые я подала в ДГУ, мне надо было их забрать, чтобы, ну, отвезти снова в Киев, уже как бы Мгм. оригиналы всех вступительных документов. И когда я прихожу на кафедру журфака и говорю: я поступила, но я забираю документы, на меня смотрели как немножко на сумасшедшую: девочка, ты куда, ты чего, ты в здравом Я могу уме? представить. Типа, на кого ты нас променяла вообще, что происходит? Я говорю: ну вот так, мол, и так, да, я уезжаю в Киев, я поступила на режиссера. Они говорят: ну хорошо, ладно, вот это разрешаем, окей. Одобряем твой выбор. Да, благословили, скажем так. Вот так, вот Ух ты такая ж. вот история. Очень интересно, очень увлекательно, Аня. На самом деле я эту информацию не знала, я не владела, поэтому для меня это все очень Ну, шокирующе, но это приятный шок. сейчас ты много обо Да, мне узнаешь. я поражаюсь твоей многогранности. Все-таки, я думаю, поэтому ты востребованный режиссер, востребованный профессионал, кадр ценный, потому что ты непосредственно разбираешься в своем деле. И не только как узкопрофильный режиссер, да, вот ты говоришь, что у тебя были и актерские способности, и танцевальные, но это очень здорово. Я думаю, такими должны быть люди в каждой профессии. Перейдем к следующему Наверное. вопросу. Давай. А, Очень интересно было бы узнать, ну как бы все представляют различные профессии, те, кто в ней не находится, немножко в радужном свете. Вот. Но в любом случае в каждом деле есть свои плюсы и минусы, есть свои приятные моменты, есть отрицательные стороны, какие-то трудности. Расскажи, пожалуйста, и поделись такими моментами в своей жизни и в работе. Ну, я очень люблю свою работу, очень люблю свою профессию. Прям вот я всегда признаюсь ей в любви, если честно. И всегда счастлива, когда вот наступает тот момент катарсиса, скажем так, когда вот я чувствую абсолютную эйфорию внутри от того, что происходит на сцене, или, не знаю, Мгм. там где угодно, или даже просто в процессе создания. Моя работа, моя профессия дарит мне счастье. Я за это ее безгранично люблю. Это правда. Поэтому, конечно же, на волнах вот этой вот эйфории я бы могла сказать, что нет, у нее нет минусов, они сплошные плюсы, все так радужно, радужные пони, все прекрасно. Вот, ну, конечно, это было бы неправда, конечно же, есть всегда Да. свои какие-то определенные нюансы, все, что скрыто, скажем так, от глаз зрителей, для которых, Мгм. собственно, все мы работаем. Вот, но что я могу сказать? Какие плюсы? Плюсы одни сплошные, повторюсь, потому что это, Мгм. ну, мое призвание, я без этого жить не могу, поэтому о плюсах можно говорить долго, бесконечно, и, ну, наверное, они будут скорее такие общие, потому что общие, глобальные, знаешь, и отчасти, наверное, слишком абстрактные. Счастье, эйфория, это все понятно. А А будут ли они минусы, превалировать? Да. что, Над мин... Будут ли на- они превалировать над минусами? Плюсы. Конечно, Да? конечно, конечно, потому что, ну, собственно, я бы не занималась этим, если бы минусов было больше. Конечно же, Мгм. плюсов гораздо больше, и они огромные, они жирные, собственно, ради них мы все работаем. Минусы есть, конечно же, как, наверное, в любой профессии, но это, скажем, не минус, это нюансы, благодаря которым все держится в балансе. Потому что если бы не было минусов, то мы бы не оценили всю значимость плюсов, да, мы бы и на Мгм. контрасте Ну, бы не конечно, да. понимали, как важны именно эти моменты. Поэтому минусы со своей стороны могу сказать, выделить, например, непостоянство.
Непостоянство в чем? Все равно так, ну, я могу говорить, опять-таки, я могу говорить исключительно о своем опыте. Я не могу говорить глобально о каких-то таких ну, глобальных минусах профессии, нет, потому что я еще не прошла тот путь, не доросла до того уровня, чтобы там подводить итог, в принципе, и давать анализ этой профессии. Я еще как бы, ну, не на той стадии. Я могу говорить исключительно о своем личном опыте, о своих каких-то личных переживаниях, наблюдениях, ощущениях. Вот, поэтому, исходя из моего опыта, я могу выделить следующее. Непостоянство. Непостоянство в чем? Лично у меня все равно, так или иначе, я сам себе режиссер, я свободный художник, и ну, как бы есть момент, ну, то густо, то пусто, знаешь, есть такой момент, то есть есть определенные там периоды загруженности, они, собственно, и календарно очень четко прослеживаются, особенно те люди, которые, скажем так, в нашей творческой среде, они прекрасно понимают, о каких таких календарных графиках загруженности я говорю, они есть в любой профессии, вот, и, например, когда есть проекты, вау, ты горишь, тебя несет, ты прям в потоке, да, как что называется. А бывают периоды затишья, особенно сейчас мы с этим очень сильно все столкнулись, и вот это затишье, оно такое гнетущее, оно пугающее очень сильно. А поскольку наша профессия, она творческая, она все мы люди такие очень с тонкой душевной организацией, и процессы, и моменты вот такого простоя творческого, пусть даже вынужденного, пусть даже по определенным форс-мажорным вот таким критическим обстоятельствам, но вот такой вот простой, он очень сильно ударяет по творческому человеку, и ну, как бы это, конечно, очень сильно ранит. То есть наша профессия, моя личная профессия, она нестабильна в плане определенной занятости, потому что когда происходят в мире какие-то очень серьезные глобальные вещи, то меньше всего люди будут думать о том, чтобы устроить там какой-то праздник, концерт и так далее. То есть когда человечество на грани выживания, то, ну, как бы о празднестве ты думаешь в последний момент. Вот, поэтому это первое, скажем так, непостоянство. Потом, ну, если перейти от глобального к локальному, то, наверное, все-таки загруженность, вот когда мы находимся в процессе проекта, в процессе создания, то, конечно, идет работа 24/7 и 7 дней в неделю и так далее. То есть это беспрерывный процесс. Нельзя, так, знаешь, прийти, там, я отработать с 9 до 6, прийти домой с офиса и все, и превратиться в домохозяйку. То есть момента отдыха, умственного отдыха от профессии тоже нет. Ты всегда в процессе, твой мозг всегда работает. И, ну, у меня бывали периоды, когда я очень плохо спала, когда я была, ну, во-первых, из-за того, что ты постоянно на связи с людьми, а бывало так, когда это международные проекты, то на связи с людьми в разных часовых поясах, иногда даже в кардинально противоположных, то есть когда там ты засыпаешь, человек просыпается, и надо быть все равно постоянно в рабочем режиме, то есть иногда это вот даже физически это просто выматывает. И, ну и опять-таки нервы, постоянное напряжение и постоянное ты чувствуешь на себе груз ответственности. То есть режиссер — это человек, который за все отвечает. И, ну, как бы нужно иметь очень большую выдержку эмоциональную, моральную, чтобы на себя эту ответственность принять. Вот, и, собственно, потом ее оправдать. Вот поэтому где-то, конечно же, и морально тоже устаешь, но, тем не менее, даже эти моменты усталости физической и моральной, все равно это ничто по сравнению с тем удовольствием, которое глобально я получаю от профессии. Это 100%. Как бы я там иногда, знаешь, в момент слабости там не сокрушалась, как же я устала, когда же это все закончится, нет, это все неправда. Все равно я обожаю свою работу, и я без нее не могу. Этот карантин мне это очень четко дал понять. Вот. Здорово. Получается, такие минутные слабости, когда ты позволяешь себе немножечко поругать себя, где-то пожалеть, а потом ты понимаешь, что все-таки все то, что происходит, это компенсирует все эти минусы, да? 100%. Конечно, я могу сейчас, вот мы сейчас с тобой в процессе разговора, я, знаешь, там на один вопрос отвечаю, начинаю уже там другую тему мы с тобой поднимаем,
И я тут же вспоминаю какие-то мысли, еще какие-то добивочные моменты к предыдущему вопросу. Но я думаю, что мы так будем с тобой немножко прыгать. Но, с другой стороны, этим хорош формат подкаста. Можно Да, в говорить этом и живость много, беседы. о чем угодно, да, это в формате беседы. А поскольку мы, девочки, с тобой интересные, за нами тоже интересно подслушивать, о чем бы мы ни говорили. Я думаю, что это так и есть. Вот давай перейдем от этих минусов, которые ты озвучила. Вот ты сказала о большой загруженности 24/7, да, когда у тебя нет времени прийти домой и стать домохозяйкой, да? Но Да. все-таки так получилось, что мы родились женщинами, и за нами есть... У меня пока этого нет, но у тебя есть сын Яромир, для тех, кто не знает, замечательный сыночек. Нам, к сожалению, не удалось познакомиться в Киеве, потому что ты строго-настрого запретила ему приезжать на площадку, чтобы он не отвлекал. Но я думаю, что мы бы с ним подружились. И здесь у меня, знаешь, сразу переходит вопрос о том, тяжело ли совмещать материнство с работой. Как ты с этим справляешься? Не знаю. Не знаю, правда. Не знаю, как совмещать, не знаю, как справляюсь и справляюсь ли. Ну, тоже тогда начну рассказывать с самого начала, да, вот этот мой путь совмещения профессии и семьи. У меня ребенок абсолютно творческий по своему рождению, скажем так. Он был у меня сын полка, сын сцены. То есть я была беременная до последних месяцев, скажем так, беременности я работала. И, собственно, после его рождения ему было вернее, только 6 месяцев, а я с ним поехала уже через всю Украину, с Киева, с севера, получается, на юг, делать большой фестиваль. То есть 6-месячный ребенок на руках, и мы на машине едем, потому что мама работает, мамы нет другого. Это героизм. Нет, я не расценивала это как героизм абсолютно, я расценивала это как, само собой разумеющееся. То есть как это так, как это я пропущу фестиваль, в смысле, как это будут мои коллеги работать там без меня? Нетушки, я еду, я в процессе, я никуда не выпадала. И так, на следующий год, когда ему было 1,5 года, тоже как бы этот фестиваль продолжался. Естественно, я уже, с чуть-чуть подросшим сыном, но тоже там была. И, то есть это абсолютно для меня было нормальное явление, когда, например, опять-таки, вот возвращаясь к его 6-месячному возрасту, со мной поехали, вернее, моя сестра родная Катя, и со мной поехал, как ни странно, мой папа, то есть Ярошин дедушка. Такая-то у меня была странная группа поддержки, но как бы у меня, естественно, были помощники, и когда я была там, сильно занята там на репетициях, на сцене, на площадке, они там его катали, меняли, спать укладывали, а мне приносили его только кормить, вот. И был один забавный случай, тоже очень показательный, когда вот у меня идет там концерт. Это был большой фестиваль, недельный, было много разных активностей, много разных концертных программ в разные дни, разные. И вот, значит, в один из дней, когда идет у нас концерт собственно, там в одном таком дворце тоже как культуры, а я тогда еще была и как ведущая. То есть я, не выходила на сцену, я была так, голос за кадром, дикторский текст говорила и приглашала артистов на сцену. То есть я режиссер, я выпускающий режиссер, и я еще ведущая здесь. Все как бы, все в одном. И, собственно, я еще кормящая мама, но я об этом не думала. И, значит, в какой-то момент ко мне за кулисы тихонечко, там идет концерт, все как бы в процессе, никто никуда не останавливался, не репетиция, а вот прям вот концерт идет, и смотрю, за кулисами ко мне тихонечко пробирается, значит, мой папа с Ярошей на руках. Мой папа, чтобы вы понимали, это подполковник милиции, то есть взрослый, брутальный мужчина, милиционер тоже до корней волос, такой, знаешь, настоящий подполковник, с младенцем на руках пробирается через артистов, через танцоров, через вокалистов, и говорит, надо покормить, все, он проснулся, он орет, он хочет кушать. Я такая, хорошо, ладно, я нахожу там за кулисами укромный уголочек, прямо возле выхода на сцену, значит, и, простите за интимные подробности, на левой руке у меня ребенок приложенный к груди, прикрытый там, не знаю, какой-то пеленочкой, а в правой руке я держу микрофон, мне папа вот так вот держит сценарий, знаешь, фонариком подсвечивает, в правой руке у меня микрофон, я объявляю следующего артиста, который выходит на сцену, здесь у меня ребенок кушает, а здесь я
объявляю артиста. И артист пошел, я Роша докушала, я его отдала, и концерт продолжился. Вот такой вот был забавный случай в моей материнской рабочей практике. Действительно забавный. Ну, более того, на этом же фестивале, уже в день гала-концерта, гала-шоу, значит, тоже, пожалуйста, показательный момент. Был один номер, очень яркий, очень красивый, танцевальный, прям очень крутой танец был под песню Майкла Джексона «Earth Song». Я его там дикая фанатка, эту песню обожаю, и танец невероятной силы и мощи. И получается, сцена, вот то, что я только что рассказывала, предыдущие концертные программы предварительные проходили во Дворце культуры, то есть это крытое помещение, где стационарная сцена. Гала-концерт проходил на огромной набережной, на открытой сцене, то есть такой open air, там на десятки тысяч человек, которые, это был курортный город, которые гуляют в городе на набережной вечером возле моря Черного. Ну, то есть все так, вот знаешь, по нарастающей шло. И, собственно, вот этот вот танец, о котором я говорю, ребята показались в этом дворце, они прошли следующий конкурсный этап, и они должны были выступать на гала-шоу. Но суть номера была в том, что, значит, сначала двое солистов детей, такие гимнастические делают трюки, очень красивая массовка с невероятной хореографией, потом эти детки меняются на взрослых солистов, тоже это контемп, это, ну, там, поддержки невероятные, то есть парень, девушка уже взрослые солисты, и в первом варианте номера эти солисты потом на подвесных тросах улетали под крышу. То есть это номер с подвесными гимнастами, и они улетали наверх. То есть такой как бы было очень эффектно, да, номер назывался «Жажда жизни», по-моему, о том, что вот, ну, как бы цикл жизни человека. То есть детки маленькие, детки выросли, взрослые люди улетели в небо. Ну, то есть понятно, да, аллегория, о чем идет речь. Ну, то есть номер прям вот действительно до мурашек. Сейчас о нем рассказываю, идут мурашки по всему телу. И получается, когда должны были ребята его показывать на большой сцене на набережной, вот этот вот сам финал не мог, ну, его технически невозможно было реализовать, потому что там нельзя было сделать цирковой подвес, некуда было крепить цирковую лебедку, и как бы технически это было не предусмотрено, и как бы все разводили технически наши подрядчики, нет, как бы вот этого подвеса и взлета не будет. На этой сцене, на набережной не будет. То есть у такого крутого номера пропадает кульминация, пропадает вот этот вот ключевой момент. Ну и, конечно же, я начинаю сокрушаться, ну как это так, моя, значит, справедливая режиссерская натура не может это простить, не может это принять. Нет, надо же что-то придумать, И в итоге, значит, меня вот прям осеняет в какой-то момент, что у меня же на руках продолжение номера. Как это так? Номер «Жажда жизни». Мы начинаем с того, что на сцене двое маленьких детей, потом эти дети вырастают. И, собственно, продолжение жизни в чем? Продолжение в их детях. В детях этих вчерашних детей, то есть наше продолжение, наша жажда жизни — это наши дети. Я говорю, так, ребята, вот в этот момент вы заходите за кулисы, там массовка отвлекает, делает какой-то постановочный эпизод массовый, вы заходите за кулисы, я даю вам своего голенького, простите, сына, и вы выходите с ним на сцену. А у них такие еще бежевые были костюмы, то есть, знаешь, вот прям такой нюд и очень символично. Да. Я говорю, я вам отдаю обнаженного своего 6-месячного ребенка, и вы идете с ним на сцену. Так и сделали. Благо, Ярон не плакал, он вообще не понял, что происходит, потому что мать его тут за кулисами раздевает, отдает непонятным странным людям. Естественно, он ничего не понимает, но сам факт. И, значит, а мой папа, получается, Ярошин дедушка, пошел в толпу зрителей, чтобы, собственно, этот момент весь увидеть. И вот он рассказывает, что... Ну, во-первых, было невероятно эмоционально, просто до мурашек, до, не знаю, до волос дыбом этот момент был настолько крут, да, до слез, что вот вышла пара с ребенком на руках, он говорит, я стою в толпе, и люди говорят, кукла, да нет, это кукла, а еще у нас были, ну, как естественно, большие трансляционные экраны по бокам, ну, как ты знаешь, да, в таких больших сценах, и камера берет крупно пару с Яроном, ну, естественно, ручки, ножки двигаются, ребенок-то живой, видно, что это
живой младенец, и все начинают потом в один голос, знаешь, нет, это живой ребенок, это живой ребенок, это же... То есть вот вся вот эта 10-тысячная толпа просто покрылась мурашками в Были один в шоке. миг, да, это было настолько круто. Вот, так это я к чему? Все, такая длинная история о моем материнстве и о моей работе. Оно у меня вот так вот, видишь, с самого начала началось, что я особо не разделяла, что вот оно все было настолько органично, потому что и то есть моя натура. Я не могу и без того, и без другого жить, поэтому для меня это нераздельно. Если говорить уже о таком каком-то более сознательном и более... потому что по большому счету, вот пока он у меня был на грудном вскармливании, он был на всех проектах со мной. То есть, да, Мгм. я брала кого-то к себе в помощь, но он всегда был за кулисами, он всегда был у меня в доступе. Вернее, я всегда у него была в доступе, потому что, как бы, да, процесс еды никто не отменял. Вот, и... Ну, а когда уже мы перешли в более такой сознательный и взрослый возраст для Ярона, то, Мгм. ну, как бы я уже могла себе позволить уезжать, улетать в командировки. И по большому счету, когда он был маленький, ну, я так старалась там, но очень на долгие периоды времени не уезжать, максимум у меня там была неделя, 10 дней, вот такие были командировки. И как бы было Мгм. все нормально, то есть в любом случае он оставался всегда с кем-то очень близким, с папой, с сестрой, с бабушками, дедушками, то есть в момент там какой-то опаски за ребенком у меня никогда не было. А он, Мгм. пока был маленький, он тоже особо не понимал и не осознавал, что, ну, мамы нет там неделю, ну, хорошо, он даже не замечал, то есть он был, находился в своем таком детском игровом мире, все равно все его любят, все равно В все как бы комфорте. налажено, Мгм. да, все в комфорте и в гармонии, его все устраивало. Это пока он был маленький. Потом наступил период, когда мои командировки стали немножко дольше. Дольше я могла отсутствовать месяц, например. И, кстати, это связано Мгм. уже с Казахстаном. То есть, по большому счету, вот так надолго я начала улетать именно в Казахстан. До этого это все были такие, ну, все-таки недельные выезды и вылеты. Мгм. Собственно, когда случился у меня первый месяц отсутствия, вот тогда началась такая проблемка, легкая проблемка, но она началась по большому счету в большей степени, вернее, у меня. То есть у меня началась такая ломка, у меня начались скучашки очень дикие, и Мгм. я страдала в большей степени. Ярон по-прежнему был на своей волне, у него по-прежнему все было прекрасно, пока он был маленький, пока ему там 6-7 лет. Но в какой-то Мгм. момент, а время шло, это там начиная с 2016 года, вот по нынешний период, и Мгм. получается, ну, то есть я по-прежнему прилетаю, улетаю, и по-прежнему тоже там на длительные периоды, неделя, 2-3 месяц, а при Мгм. этом Ярон растет. То есть я начинаю к этому привыкать эмоционально. То есть у меня уже нету, вы знаешь, такой вот дикой внутренней боли душевной о том, что вот у меня сын там, а я здесь. То есть я как бы, ну, Мгм. по большому счету, да, привыкла к командировкам. В то же время у него начался обратный процесс. То есть, когда он был маленьким, он не понимал, что меня нет. Ну, а когда он начал подрастать и уже вот стал плюс-минус подросткового возраста, Мгм. начались Мгм. проблемы. То есть его взросление как раз и нам аукнулось очень сильно. То есть он Мгм. становился взрослым и понимал. То есть до того момента он не осознавал, что меня нет. Сейчас он осознает, что меня нет, и он начинает сильно скучать, очень сильно. То есть до каких-то даже депрессивных моментов. То есть был такой вот тоже показательный случай. Я Мгм. нахожусь там за десятки тысяч километров, он находится там с моей мамой, с бабушкой своей, и она мне там звонит и говорит, все, он не может, он сильно Мгм. скучает, он плачет, все как бы, ну, ребенку плохо. Я вот прям в процессе телефонного разговора я беру билет на самолет, там на ночь, я говорю, завтра Мгм. утром я в Украине, все, я прилетаю, 2 дня я с ним, ну, а процесс, как бы рабочий-то процесс у меня в Астане никто не отменял, поэтому я там выкроила, что вот у меня 2 дня выходных, я слетала туда и Мгм. обратно, я немножко побыла с ним и вернулась снова в Казахстан. То есть, ну, как бы сложно с одной стороны, наверное, Но совмещать выходы работу и находятся, да? но выходы всегда находятся, если их искать и если хотеть, потому что, ну, по-другому я бы не смогла. Я бы не смогла быть только мамой, или я бы не смогла быть только в профессии, но при этом там без семьи, без ребенка. Нет, это тоже Мгм. не для меня. Если хочешь найти выход, ты его всегда найдешь.
Вот. Верные слова. Ну, получается, у Ирона случился дебют в грудничковом возрасте в полгода, да? Да, да, совершенно Так что верно. можно, можно смело говорить, что первый дебют состоялся в полгода. Да, но при этом он совершенно не творческий, не сценический, он очень стесняется, он не хочет вообще слышать о сцене, для него все, что связано с какой-то публичностью, для него это вообще табу и стыд и срам. Еще хотелось бы такой, знаешь, следственный вопрос задать, судя по твоим ответам, как бы по ходу твоего ответа, касательно твоего расслабления от больших проектов, поскольку ты говоришь, что от тяжелой загруженности идет и как бы моральное, и духовное, и физическое истощение. Вот. И в любом случае, что это расслабление, эта релаксация, она тебя приводит и вдохновляет на какие-то новые идеи. Как это у тебя все происходит? Ну, конечно, я могла сказать, что я не устаю, но неправда, я устаю, я уже об этом говорила. И часто сама себя сравниваю, вот когда вот момент уже состоялся, когда концерт, проект, фестиваль, неважно, что уже прошел, вот, и, конечно, я чувствую невероятное опустошение. Я сравниваю себя со сдутым шариком гелиевым. Знаешь, вот когда гелиевый шарик наполнен воздухом, но гелием он такой летает, а потом его сдувают. Он такой, как из него прям резко выходит весь воздух, он летает и просто падает на землю. Вот этот вот сдутый шарик, это вот я в момент окончания проекта. И такое опустошение, полная такая где-то даже апатия, она присутствует 100%. Вот. И я просто беру день отдыха абсолютного, тотального. Я просто лежу в кровати, я ничего не делаю. Я просто сплю, высыпаюсь. У меня, знаешь, момент, как будто бы я там, не знаю, как будто меня кто-то побил палками. Я иногда физическую даже чувствую боль, то есть у меня болят все мышцы, все тело. Я просто лежу, сплю, ничего не делаю, то есть абсолютный физический и моральный покой. Но при этом мне всегда интересно услышать, увидеть фидбэк. То есть понять, как среагировали люди на то, что ты сделал, понять, какой отклик нашелся, услышали ли нас, увидели ли нас, поняли ли нас. И поэтому я, вот, знаешь, очень примитивно все. Просто я лежу в кровати и мониторю отзывы, мониторю комментарии, мониторю видео. Неважно, какой это проект, наши совместные либо какие-то другие. То есть я вот прям максимально, скажем так, смакую момент послевкусия. Я пересматриваю видео, которые там я сделала, если получилось. Я пересматриваю какие-то архивные моменты. Где-то в какой-то момент я анализирую то, что было. Я смотрю, как там среагировали люди, если есть какой-то фидбэк у аудитории, если это, предполагается. То есть я вот погружаюсь мысленно в такой постпроектный период и в то же время физически отдыхаю. То есть, если сказать просто и примитивно, я ничего не делаю и читаю комментарии. Все. Да, я их читаю. Расслабляешься в по интернете, большому счету, да, так отдыхает мозг. Но я не скажу, что это прям, расслабление, то есть это все равно какой-то тоже, своего рода анализ и мониторинг. Поэтому, как бы это такое, это тоже, знаешь, очень важная штука на самом деле. Понимать, насколько ты попал в целевую аудиторию, либо не попал. Это, кстати, я думаю, это очень профессионально. Уметь относиться к своей работе, подходить к ней ответственно с того плана, что вот ты даже после концертов ты анализируешь, как это было. То есть не пускай все это на самотек, как бы я художник, я так вижу, да, понравилось, не понравилось, меня не волнует уже, а что ты анализируешь даже после. Ну да, конечно.
И тут сразу такой вопрос, знаешь, как ты относишься к критике? К конструктивной критике отношусь очень хорошо. Тем более, что, ну, опять-таки, я-то тоже вижу себя со стороны и там свою работу, и прекрасно понимаю, где эта критика оправдана и где она заслужена, а где она просто, знаешь, вызвана, Мгм. ну, каким-то, может быть, личным непринятием вот чего-то или кого-то. Вот. То есть где это оправдано и подкрепляется какими-то профессиональными доводами и логикой, да, нормально отношусь к критике, очень даже позитивно. Когда это просто Мгм. какой-то хейт, как сейчас, знаешь, принято говорить, просто там, лишь бы там кого-то обидеть, кого-то оскорбить, на самом деле я очень, ну, очень плохо отношусь к такого рода людям, не знаю, комментаторам, как их можно назвать, потому что Мгм. это все, знаешь, наша вот эта эра интернета. С одной стороны, это, конечно, круто, что мы живем в такую эпоху, а с другой стороны, я неоднократно это говорила, что а, вот эта анонимность, которую дали нам соцсети, безнаказанная анонимность, она Безнаказанно. очень сильно развязывает многим людям руки и язык. И, ну, как бы это переходит какие-то Мгм. границы здравого смысла, культуры, этики, такта. Ну, то есть я сейчас не буду как бы вдаваться в подробности, когда, с кем, и кто и как, но, тем не менее, это явление есть, и оно Мгм. не единичное, и не только там, скажем так, я с этим сталкивалась, но и вообще, в принципе, все публичные люди, они с этим сталкиваются. Это прям, ну, достаточно очень негативное явление, это прям бич современного общества, вот такой интернет-буллинг, оправданный, неоправданный, это уже не Да. критика, это уже просто какая-то травля, которая может людей Травля? доводить до Да. очень-очень нехороших ситуаций и последствий. Зачем такое надо, не понимаю. То есть критика — это одно, хейт — это другое, буллинг — это третье. Вот так я считаю. А по Да, поводу, давай еще я немножко вернусь согласна. к моменту вдохновения, вот потому что я, видишь, зацепилась за один вопрос, и Да, мы перешли на да. другую тему. Вдохновение, что меня вдохновляет? Может, на самом деле этот процесс абсолютно неконтролируемый, если честно, и он может наступить где угодно и Мгм. когда угодно. И, ну, в основном, конечно, естественно, ну, режиссер, особенно вот я, например, работаю в частности с музыкальным материалом. Меня очень сильно вдохновляет музыка. Мгм. Вот. И меня вдохновляет то, что меня восхищает. Музыка, Мгм. вокал, танцы. Меня это безумно восхищает, потому что, ну, это как бы те эмоции, те ощущения, которые вызывают вот прям вибрации во всем теле, дрожь и какое-то, знаешь, состояние прям очень сильное внутреннее. Поэтому как бы это, собственно, и есть моим главным Мгм. вдохновением. Я очень сильно Мгм. подвластна эмоциям, и если во мне вот что-то вызывает сильную эмоцию, я прям, не знаю, меня прет, несет, и я готова горы свернуть и что угодно сделать, придумать. Сама потом людей вдохновляю, то есть я умею вдохновлять людей, которые вдохновляют меня. Вот, и это, знаешь, вот процесс Мгм. вдохновения, процесс придумывания, он все, он не подвластен никому и ничему. А если Мгм. ну, проект, скажем так, пустышка, то есть в нем ничего нет глубокого, нет ничего того, что вызывает дрожь в коленках, то тут как бы вдохновение, знаешь, сиди, не сиди, мучайся, не мучайся, но ничего не приходит. И вот иногда, Мгм. конечно же, так или иначе Мгм. в моей практике бывали разные случаи, разные проекты. И вот когда, знаешь, я выдавливаю из себя, когда я там высасываю из пальца какую-то идею, меня прям это очень сильно расстраивает и даже Мгм. бесит в себе. То есть я вот, ну вот не прет меня и все, вот не вдохновляюсь я там от этого материала, и хоть ты, не знаю, хоть ты кол Мгм. забей, не могу и все. И как бы терплю, хожу до последнего. Потом в какой-то момент, когда уже наступает, знаешь, точка невозврата, и дедлайн в любом случае приходит, и как бы хочешь не хочешь, но нужно что-то выдавать, тогда вот оно как-то, знаешь, оно все в момент происходит, и все делается очень быстро. Это как есть такой закон Паретта 80/20. То есть Мгм. 20%, э, нет, там как-то он звучит по-другому, конечно, он по-другому звучит, закон Паретта, Мгм.
20% населения владеют 8... Это вырежешь. Потом нехорошо, это какая-то странная аллегория. Бла-бла-бла, чик-чик-чик. Ну, короче, ты там забей в интернете, 80/20, вот у меня такое. То есть 80% времени я страдаю, сокрушаюсь, что я ничего не могу сделать, и потом за 20% оставшегося времени я это все быстро делаю. Вот так. Вот так я это применила к себе. Но когда... Я эту часть не Что-что? вырежу, кстати. Я эту часть не вырежу, это было очень прикольно. Ну, и так всегда делают, да, неудавшиеся кадры. Оставляют самое смешное. Да, Да, блуперсы. оставляют самое смешное. Но когда, я же говорю, когда я нахожусь в потоке вот этого тотального, абсолютного вдохновения, то, конечно, я прям все, я ничего не замечаю вокруг, и меня несет. Это очень клево. И самое интересное, что я же говорю, оно может прийти в какой-то Да. совершенно бытовой ситуации, в какой-то совершенно странной ситуации. Ну вот, знаешь, осеняет мысль, вот, надо вот так сделать, и все. И я понимаю, что да, это оно, надо вот так вот сделать, и ты уже все. И все. И ты больше не назад можешь дороги нет, остановиться. надо вот так вот сделать, и все, да. Да. Здорово. Вот знаешь, сейчас такое время, вот мы говорили про хейт, про буллинг, и сейчас, ну, ты знаешь, что очень сильно движется феминистическое направление, лозунги, какие-то, ну, поддержка женщинам, да, феминистическая причем поддержка. У меня немножко двоякое отношение к феминизму, все-таки там есть двойные стандарты, но все-таки this is a man's world, как говорится. А я тебе И хочу я знаю, в ответ что- сказать, who runs the world? Girls, окей? Girls. Окей, Видишь, как alright. мы песнями с тобой заговорили. И- Да. Вот просто в твоей профессии я знаю, что преобладают больше мужчин. Как бы очень мало женщин. Все-таки я считаю, что, Аня, у тебя очень сильный характер, и меня это меня вдохновляет, это меня воодушевляет, потому что в твоей профессии, в твоей сфере деятельности преобладает большее количество мужчин, нежели женщин. И вот как они относятся к тебе, когда ты руководишь процессом? Ну, соглашаются они с твоим мнением, или они принципиально как-то, знаешь, встают в штыки, и как бы все ли гладко, или как у тебя вообще происходит этот процесс слаживания работы с мужчинами? Недавно, вот совсем недавно я с одной своей знакомой как раз тоже говорила на тему женской режиссуры. Есть ли вообще такое понятие, явление, и вообще женщина в профессии режиссер, кто она, и что она, и с чем его едят? И моя позиция такая, что это абсолютный архаизм делить профессии на мужские и женские, и считать, что женщина не режиссер, это там, как знаешь, раньше была плохая примета женщина на корабле. Ну, то есть это абсолютный архаизм, который изжил себя и который даже, ну, считается уже, ну, непристойно, что ли, так говорить и так думать. Но, тем не менее, да, но, тем не Моветоном. менее, сколько людей, столько и мнений, как бы каждому в голову не залезешь и ничего не будешь отстаивать, там, свои какие-то убеждения. Каждый как хочет, так и думает. Да, есть определенный момент, наверное, он присутствует, некого сексизма в профессии, да, и это сейчас на злобу дня очень сильно стало заметным. Те же процессы в Голливуде, которые происходят. Ну, я ни в коем случае себя не ставлю в ранг тех режиссеров голливудских, нет. Но это так срез общества, и показано, что проблема женщин в режиссуре существует, в общем-то. Но мое личное отношение к этому очень, знаешь, скажу так, очень пофигистическое. Мне абсолютно все равно, как воспринимают меня, как режиссера, другие люди, мужчины, женщины. Абсолютно все равно. Для меня эта профессия не имеет пола, потому что она имеет характер, она имеет стержень, она имеет уверенность, она имеет силу. Это она имеет. Пола или каких-то гендерных различий она лично для меня не имеет. Можно быть мужчиной, режиссером, тюфяком, который не может отстоять своих позиций, ничего сделать не может и идет, ну, делает кое-как, что-то кое-как. Можно быть точно такой же женщиной, режиссером, а можно быть наоборот,
То есть это вопрос не пола, это вопрос личности. Ну, как лично для меня. Да, И да, собственно, характера, и да? характера. А характер, сильный характер, он может быть у кого угодно. У женщины, у мужчины, у мальчика, у девочки. Это вопрос точно не гендерных различий. Но могу, опять-таки, из своего опыта сказать следующее, что ко мне относились тоже иногда по-разному, правда, не буду скрывать. Но опять-таки повторюсь, мне, конечно, на это все равно, но я тоже со стороны это наблюдаю, это очень иногда Мгм. забавно наблюдать со стороны, особенно когда ты это воспринимаешь не через призму эмоций и каких-то обид, знаешь, а просто вот холодным здравым рассудком ты как будто бы смотришь на эту Мгм. мнимую, конфликтную или скажем так, тонкую ситуацию со стороны, и со стороны наблюдаешь, и это тебя забавляет. Так вот, Мгм. надо заметить, что я не просто женщина-режиссер. Можно сказать, что я девочка-режиссер. Мне не так много лет, с одной Мгм. стороны. С другой стороны, я, по большому счету, всегда в профессии, но как бы на лбу у меня на это не написано, и ходить с транспарантом я не буду, правильно? Мгм. Вот, поэтому я достаточно Мгм. Ну да. молода и смею заметить, достаточно внешне неплоха собой. Назовем это так. То есть я Ой, ой, ты молодая, красавица. симпатичная девушка. Ну, так. Пусть, конечно, уже статус женщины у меня присутствует, но тем не менее, неважно, да, то есть если так меня не знать мою историю, и со мной не быть лично знакомой, то можно подумать, что это за, ну, молодая девушка. И когда Роковая да, и красотка. когда, например, бывали случаи, когда я прихожу там на первую встречу, например. Первая встреча, мы с людьми не знакомы, люди эти, естественно, взрослые, Мгм. там, например, мужчины, к примеру, да, и когда Мгм. я захожу, или я сама себя представляю, я Анна, режиссер, или меня представляют, это Анна, наш режиссер, то, конечно, у людей считается такой некий шок и Мгм. когнитивный диссонанс. В смысле, эта девочка, наш режиссер, вообще, это Мгм. как? Это что? Это почему? Ну, ты знаешь, такое некое несоответствие ожиданиям и действительности. Да, С да, да, да. образом. То есть Да. образ режиссера это взрослый статный мужчина, либо хотя бы взрослая опытная женщина такая, знаешь. И тут приходит молоденькая девочка. Да. У меня еще такой Матерая. рост невысокий, килограмм немного, ты знаешь, форма одежды у меня тоже такая, скажем так. Да, Миниатюрная короче девушка. говоря, то есть образ вообще антиобраз режиссера. И у людей такой происходит некий легкий шок. Я это вижу в глазах, но я же говорю, меня это очень сильно забавляет. Это прямо меня очень сильно умиляет, Мгм. веселит. И вот эта легкая, конечно, нотка недоверия даже вызывает, знаешь, прям такой спортивный интерес. Ничего, я сейчас вам покажу. Я сейчас вам Мгм. все точки расставлю над «и». И вот такой легкий шок у людей и недоверие, пока я не начну говорить, пока я не начну там что-то вещать по делу. То есть тут они понимают, что, собственно, все нормально, можно выдыхать. Это человек, знающий свое дело. А я как бы, слава богу, но могу это с уверенностью сказать, что я в своей работе хороша. Правда, это без ложной Мгм. скромности. То есть я достаточно опытна, профессиональна и компетентна, потому что я сама терпеть не люблю некомпетентных и непрофессиональных людей, и прям для меня это мой главный раздражитель в профессии и вообще где бы то ни было, это непрофессионализм. Вот. Ань, вот расскажи, пожалуйста, про дилетантах в вашей профессии. Они, я знаю, есть дилетанты везде. А вот мы сейчас как раз затронули эту тему, которая Мгм. тебя прям задевает. Вот расскажи, пожалуйста, вот о дилетантах. Да, меня это задевает, потому что такие люди бросают тень, в принципе, на всю профессию. И они, знаешь, ну, как бы очень обидно становится тоже за профессию, за сферу деятельности, потому что на самом деле режиссура — это очень тонкая материя, это очень щепетильно и очень надо бережно к этому относиться. Это не просто, знаешь, там, составить порядок песен. Вот как раз Мгм. дилетанты, о которых вот мы там с тобой заговорили, вот как раз Мгм. дилетанты или там посторонние люди в профессии, они думают, что на самом деле, что ну что такое режиссура? Ну что это такое? Ну просто составить порядок песня, танец, или там расставить песни в порядке, и все.
но это вообще Мгм. это далеко не все. И если так относиться к нашему делу, если так работать и делать вот с таким подходом проекта, то, конечно, люди, которые зрители, которые не понимают всех тонкостей, они точно так же будут думать, и это все распространится, знаешь, вот как снежный ком. А зачем это надо? Потому что я, например, очень сильно люблю и уважаю свою профессию, и мне обидно в Мгм. принципе за режиссуру как таковую, если люди приходят с улицы, не знающие. Ну, то есть я не хочу обижать никого. Все профессии нужны, все профессии важны, но все должны быть на своем Но месте. правда Я остается так правдой. считаю. Я считаю, да, что Да. все должны быть на своем месте. И даже вот если мы сравним режиссуру с врачеванием, с врачами, с Мгм. докторами. Доктор доктору рознь. Есть разные направления, есть разная специфика. И если ты хороший стоматолог, не факт, что ты хороший хирург. Вернее, наоборот, Да. ты будешь отвратительным хирургом, но при этом гениальным стоматологом. Точно так же и, ну, я считаю, не совсем корректно, когда, например, в режиссуру приходят люди около творческих профессий. Объясню, кто. Мгм. Танцоры, певцы, не знаю, циркачи, там, Мгм. ивент-менеджеры, там, ну, не знаю, кто угодно, около творческая профессия, то есть те люди, которые видят процесс, Мгм. которые как бы в около находятся, и они думают, что, собственно, ну, режиссура, ничего сложного, я тоже расставлю номера, я сам отрулю, все нормально, все сам сделаю. Но, как Мгм. бы, на самом деле, это не совсем так. Каждый номер, каждый посыл, каждый концерт, он должен иметь драматургическую основу, он должен иметь идею, ну, все. То есть Определенную концепцию, да. да, одна песня — это один спектакль, это одна жизнь, это одна философия, которую ты хочешь донести. Но как бы не всегда это происходит, и много, к сожалению. Я не скажу, что эти люди дилетанты. Есть, конечно, откровенные дилетанты, которые в принципе не понимают, что происходит. Вчера надували там шарики, а сегодня говорят, что я режиссер. Есть и такие, безусловно. Но есть и, скажем так, люди, которые не совсем в теме, но хотят быть в ней. Ну, тогда я всем всегда рекомендую идти учиться, потому что все равно образование, все равно базис должен быть, все равно должны быть знания не около режиссерские, а именно глубинные, потому что только на какой-то базовой основе начинает формироваться все остальное. Это фундамент. Конечно же, никто не говорит, что там современные технологии, опыт, безусловно, опыт это лучший учебник, безусловно. Да. Вот. Но все равно должны быть и ну, такие основополагающие знания. Поэтому хочешь быть режиссером? Иди отучись на режиссера, Учись. Да. пожалуйста. Ну иди отучись, ну научись и потом заявляешь, что ты режиссер. Это очень, Да. очень достойнейшая профессия. И называть себя таким громким именем, не имея на это права, ну блин, жалко. Да, очень жаль, когда некоторым людям это удается. Ну, это тоже как Но, бы но реальные ненадолго. Да. реалии нашей жизни. Ничего страшного. У каждого, знаешь, вот как я знаю, что вы очень любите цитировать Абая. Я очень люблю цитировать нашего выдающегося писателя, поэта Тараса Григорьевича Шевченка. И вот у него Мгм. прекрасные есть строки на эту тему. У кожного своя доля и свій шлях широкий. То есть в любом случае у каждого свой путь. Кому Мгм. что предначертано, тот так и проживет свою жизнь. Гениальное слово. Поэтому я могу, ну, там, злиться на дилетантов сколько угодно, я могу обижаться там на людей, непрофессионалов тоже сколько угодно, но если этому человеку было суждено вот так прожить свою жизнь, значит, он ее так проживет, и как бы мои личные там обидки или докоры, ну, как бы не имеют никакого значения. Да. И Бог им судья. Ну, да. Либо, наоборот, Бог в помощь, либо судья, неважно. То есть это его жизнь, он и живет ее так. У меня своя жизнь, я живу ее так. Да. Главное оставаться человеком, Ну да, честным и... Да. да, все верно. Ань, вот расскажи, пожалуйста, о современной режиссуре. Я знаю, что время движется вперед, оно не стоит на месте, меняются какие-то
концепции, да, взгляда на какие-то вещи. И как ты считаешь, современная режиссура, она сейчас прогрессирует или она регрессирует? И просто почему этот вопрос мне интересно задать именно от тебя, потому что вся украинская музыкальная индустрия, вся творческая индустрия, она сейчас движет всем миром. Поэтому все любые новинки, все задается именно Украиной. И мне интересно слышать твое мнение по этому поводу. Ну, сейчас прогрессирует весь мир, все отрасли, все сферы жизни. Сейчас вообще, в принципе, мы живем во время тотального прогресса, молниеносного. Сейчас все очень все развивается на сверхскоростях, абсолютно все сферы жизни, и в том числе режиссура, естественно. Потому что она неразрывно связана со сценическими технологиями, со сценическими решениями. Их становится с каждым днем все больше и больше. Конечно же, здесь повлиял на этот процесс и интернет, и IT-технологии, и современные гаджеты в том числе. То есть развитие индустрии диджитала, естественно, повлияло на развитие и интертеймента. Вот, поэтому, конечно, режиссура прогрессирует, конечно же. Чем больше новых технологий, тем больше режиссерских находок и каких-то приемов, безусловно. Особенно сейчас, кстати, в последнее время в связи с карантином люди нашей профессии и около того начали резко искать новые формы взаимодействия со зрителем, резко начали разрабатывать новые идеи, новые какие-то концепции, в принципе, формата концертов, шоу, проектов телевизионных, интернет-проектов, виртуальных проектов. То есть вот такая безысходность, которая наступила в связи с пандемией, она стала неким двигателем и таким спусковым механизмом для творческих профессий и творческих людей. Пока что это, знаешь, на этапе, скажем так, на этапе тотального креатива. И, то есть есть возможность покреативить, попридумывать что-то новое. У людей, у кого чуть больше, скажем так, технических, финансовых и человеческих ресурсов, они начинают эти идеи воплощать в жизнь. Потому что, тот же недавно прошел буквально премия MTV Music Awards, я смотрела эти номера, и все, я не понимала, где реальность, а где нереальность. И это очень круто, на самом деле. Это совершенно такой новый компиляционный формат выступлений. Это это очень круто, это удивляет и вдохновляет, конечно же, безусловно. То есть, ограничения об одном дали толчок для другого. Но я скажу свои, так скажем, личные ощущения и опасения на этот счет. Замена виртуального мира, замена реального мира виртуальным, она лично как для меня, она не есть хорошо, это не есть правильно, это лично у меня вызывает даже в какой-то момент страх. Не хочется верить в то, не хочется верить в то, что в какой-то момент мы полностью диджитализируемся. Все. Концерты станут виртуальными, телевизионными, интернет. Люди перестанут ходить на стадионы, люди перестанут чувствовать живой этот нерв живого концерта. И это очень сильно меня пугает, и я в это не верю, если честно. Потому что наверняка ты сейчас мне задашь вопрос насчет карантина, насчет пандемии, потому что, это тоже такой животрепещущий. Я не верю Невозможно без этого вопроса. Да, я не верю в то, что это наше будущее. Я не хочу в это верить, правда. Я очень сильно надеюсь. Мне тоже не хочется в это и верить. верю, что все вернется на круги своя в плане живого интертеймента, в плане живых концертов, в плане живых выступлений, потому что ничего не заменит настоящую эмоцию зрителя, как для артиста, так и для самого зрителя. То есть ни один телевизионный, экранный формат выступления любимого артиста, либо просмотра любимого спектакля никогда не заменит живых эмоций, которые ты ощущаешь, пока ты сидишь в зрительном зале. Никогда. Потому что даже у меня недавно был опыт в создании первого в Украине виртуального концерта. Я хотела тебя об этом спросить, да.
Да, это, ну, совершенно вот тоже как раз новый формат, который мы начали разрабатывать и внедрять как раз в том числе из-за пандемии, вернее, в первую очередь из-за пандемии. И, конечно, он очень сильно вдохновлял меня на этапе креатива. Очень сильно Мгм. вдохновлял, потому что действительно казалось, что, возможно, за этим будущее, возможно, вот это та новая страничка вообще в мировой индустрии, которая станет вообще, ну, переворотной, скажем так, во всем мире. А Да, в вдруг за 21 этим, веке, да. да, а вдруг за этим будущее. Но что я хочу сказать, все равно, так или иначе, мы всегда основываемся на собственном опыте, и вот мой опыт такого проекта показал, что это неравноценно. Это все суррогат. Это суррогат реальных эмоций. Мгм. Да, это был оригинальный опыт, да, это было необычно. То есть мы построили настоящую сцену на настоящем стадионе. Все мы делали по-настоящему. Телевизионная Масштабы были те же. съемка, масштабы, да, один в один те же. Телевизионная съемка на 18 камер, сцена, звук, свет, спецэффекты, музыканты, все вот наживо для крутейшего стадионного концерта. Артист работает на Мгм. разрыв, на износ, вживую. Все очень-очень круто для живого формата. Но при этом у нас абсолютно пустой стадион. В какой-то момент, знаешь, это было были спорные эмоции, очень спорные чувства. Это было на грани и жалко, и оригинально, и Мгм. необычно, и в то же Непривычно. время, да, непривычно. То есть ты работаешь как вживую, но в то же время перед тобой там камеры, техники и все, и больше ничего. Хотя на самом деле артист, вот с кем мы работали, это один из топовых артистов Украины, и он бы собрал Мгм. стадион этот живой на самом деле. То есть это человек, Мгм. который дает стадионные концерты, дворцы спорта, минимум 10-тысячники в любом городе Украины он соберет. То есть это артист именно такого уровня. То есть для него собрать Мгм. стадион в Киеве это, ну, проще простого по большому счету. И тут как Мгм. бы даже, знаешь, для его, мне кажется, ну, это было сложно для него психологически переступить этот барьер, Мгм. когда ты выступаешь и ты чувствуешь эту отдачу публики, потому что ведь для артиста очень важен вот этот обмен энергией в секунду, в данную секунду, когда ты на сцене, когда зритель тебя слышит, и когда он тут же отдает тебе энергию, ты ему отдаешь эту энергию старице. Мгм. То есть это такой комок энергии, который заставляет вот этот вот весь механизм двигаться, и который приносит удовольствие и одним, и вторым. А тут как бы это абсолютно Мгм. игра была в одни ворота, вот мы на стадионе работали, вот в одни ворота и работали. То есть артисту надо было изображать вот эту энергетику, чтобы зрители, когда будут смотреть этот продукт, почувствовали ее. То есть ему было это очень сложно переступить вот. То есть, ну, как бы повторюсь, это были очень спорные чувства для всех участников процесса. Мгм. Вот. И, собственно, потом я мониторила фидбэк людей, фидбэк поклонников Олега, Мгм. что они думают о таком формате. Хотя, казалось бы, ну, достаточно оригинально, необычно, очень много там было таких вау-эффектов, которые можно было, ну, впервые, скажем так, ощутить, Мгм. увидеть, посмотреть. То есть, скажем так, с точки зрения технологичности, ну, все было сделано окей. Мгм. Но вот что было с точки зрения эмоций, и для меня было очень важно понять, какой будет эмоциональный фидбэк у людей. Мгм. Ну вот, собственно, и потом я начала читать, смотреть, мониторить комментарии. Да, все говорят, вау, какой необычный концерт, да, вау, 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 но хотим такой же через год на стадионе, но хотим Мгм. такой же, но живой. Да, классно было смотреть, но хотим такой же живой. Мгм. То есть, понимаешь, да, то есть, да, людям понравился это как, ну, такой Как разовый новинка. телевизионный Да. продукт, просто как новинка, как что-то новое и оригинальное, но при этом главной целью зрителей, главной целью поклонников осталось прийти на живой концерт исполнителя. Все, Да. то есть это промежуточный этап, который не может равноценно заменить живого выступления. И для меня это стало решающим, скажем так, фактом в моих вот личных, скажем так, сомнениях Мгм. или размышлениях. А где будущее? За диджитализацией или все-таки за реальностью? Мгм. И я вот для себя определила, что нет, все-таки реальность победит. Мы победим эту напасть, и все будет хорошо.
Дай бог, я в это тоже верю. Аня, вот представь, все-таки вот наступило, да, технологичное будущее. Диджитал-индустрия все заполонила все, и вот, допустим, вот страшно это говорить, но представь, что мы остались без работы, да, без своей любимой работы. Можешь ли ты представить себя вот в другой профессии? Кем бы ты тогда смогла бы стать, работать? В какой сфере деятельности? Ну, смотри, не хотелось бы, конечно, об этом даже думать. Даже думать Да. не хотелось бы. И даже вот мы там, ну, с моими коллегами, ребятами там периодически созваниваемся или видимся и говорим на эту тему, знаешь, в шутку спрашиваем друг у друга: ну что, ты еще держишься? Да, еще держусь. То есть, ну, я буду вот до последнего топить и верить, что все будет хорошо, и все мы останемся у руля. Каждый в Мгм. своей профессии, в своей нише, в своей сфере деятельности. Ну, а Мгм. если в принципе говорить, не говорить о плохом исходе, да, что вот все, нету интертеймента, нету культуры, нету искусства, что-то надо совершенно другое. Мгм. Вот что-то совершенно другую отрасль, я даже в уме себе не могу себе представить, чем бы я могла заниматься другим, Мгм. вот именно кардинально другим. Мгм. Но в моей жизни были случаи, когда я, ну, немножко выходила из режиссуры Мгм. и занималась чем-то параллельным. Я называю это спин-офф. Мгм. Такое ответвление от основной сюжетной линии, такой легкий сюжетец параллельный. Мгм. У меня такое было, это был, скажем так, опыт очень, ну, очень оригинальный, и он был, ну, в первую очередь, ну, для меня интересный, потому что, опять-таки, я человек увлекающийся, Мгм. мне было это интересно попробовать, и я попробовала. Что-то я для себя поняла, что не мое точно, а что-то поняла, что да, это тоже мое, и я бы это хотела где-то как-то совмещать. Вот так у меня было, такие были попытки у меня с телевидением. Мгм. Когда-то, однажды, в какой-то момент я поняла, что я там немножко уже застоялась в той команде, в той компании, в которой я на тот момент работала. Мгм. То есть я уже давно не работаю под каким-то там брендом или началом в какой-то компании в определенной структуре постоянно, но вот раньше у меня такое было, что я работала в одной компании, и как бы в Мгм. какой-то момент я поняла, что все, я там уже застоялась, засиделась, и я хочу Мгм. поменять обстановку, я хочу сделать что-то другое. Мгм. Вот. И, значит, тоже опять-таки включаются мои мозги, я начинаю анализировать, а что бы я хотела бы делать и с кем. Мгм. Вот. И на тот момент была и есть одна у нас лидирующая компания в телевизионном продакшене, это Star Media, и Мгм. они делали ну, самые крутые телевизионные проекты. Они были и развлекательные, и интеллектуальные, ну, то есть разного рода телевизионный продукт. Мгм. И, ну, и как бы я сама себе думаю, все, я хочу работать у них, потому что они крутые, они лидеры, значит, я должна работать там. Мгм. Вот. Ну и как бы тогда у меня был этот мой юношеский максимализм и бесстрашие. Я звоню главному генеральному продюсеру, я не помню, где я нашла его телефон прямой, звоню и говорю: так, мол, и так, Алексей, вы знаете, я хочу у вас работать. Он: кто я, что я, откуда я вообще, почему, девочка, кто это звонит вообще? Он говорит: ну хорошо, Кто он дал мой приходите, номер? давайте. Да. Говорит: ну хорошо, приезжайте, давайте пообщаемся. Пошла я на телевидение. И тут я Мгм. поняла, что телевидение это точно не мое. Почему? Потому что вот это как раз тот обман, о котором я говорила в предыдущем, значит, ответе. Здесь нет тех Мгм. живых эмоций, которые есть на живой площадке, на живом концерте. Нету их. Да, Мгм. есть студии, да, есть какие-то статисты, которые хлопают по команде, есть камеры, есть ведущие артисты, но это все искусственное, это все не настоящее, это все заточено исключительно под Мгм. телевизионную телеверсию, которую увидят телезрители. То есть ты работаешь не в моменте, Мгм. получаешь удовольствие, а ты работаешь где-то там на будущее. Вот когда выйдет этот проект в эфир, вот тогда ты получишь вот эту долю своего кайфа, ради которого, собственно, ты и работаешь изо дня в день. А я так не могу, меня это так не Да. устраивает. Как это? Это все обман, это все не по-настоящему. Даже если это студия, ну все равно это не то, совершенно не то. И я вот Мгм. поработала недолго в телевизионном формате и поняла, что: стоп, точно нет. Вот, и снова Мгм. вернулась в,
в живую сферу, к живым людям и к живым проектам. Потом в какой-то момент у меня еще был опыт в продюсировании. Продюсирование, по большому счету, оно тоже неразрывно связано с режиссурой, как лично для меня, потому что мы занимались продюсированием, музыкальным продюсированием, мы работали с артистом. Не такой уж богатый опыт у меня, конечно, признаюсь честно, но тем не менее, как бы мы прошли все стадии от создания, скажем так, поднятия артиста с нуля до выведения его до какого-то уровня. С первой артисткой это была Аида Николайчук, победительница проекта X-Factor в Украине. У нее очень интересная, резонирующая тоже история ее успеха, ее победы. Мы записали альбом музыкальный, там, не помню, по-моему, 15 песен. Мы заключили контракт с компанией Sony Music, на минуточку. Это мировой гигант. Ну, все было Это серьезно. все было очень серьезно, да. То есть мы записали альбом, мы сняли 2, по-моему, клипа. У нас были концерты, выступления, интервью, фотосессии. То есть все было по-взрослому, все было по-настоящему. И по большому счету, вот в тот момент я как продюсер очень сильно себе напоминала себя как режиссера. То есть я тоже создавала какой-то продукт. Ну, все равно, как бы, да, это что-то, создание чего-то. Это те же выступления, это те же эмоции, это та же работа со зрителем и с эмоциональной составляющей, но только в более глобальных масштабах. То есть если режиссер делает там свою работу на 3 минуты, пока звучит песня, ну, как бы грубо, да, если говорить в контексте одной композиции, там, либо там 2 часа, пока длится концерт, то продюсер делает ту же работу, глобальную, творческую, интересную, но на протяжении всего сотрудничества. Это очень интересно, меня это очень сильно увлекало, очень сильно тоже вдохновляло, и, ну, как бы я тут могла реализовать и свои вот эти вот журналистские наклонности, о которых я уже говорила, да, потому что я занималась еще пиаром, я писала, я создавала имидж артисту, мы проводили там огромное количество фотосессий, каких-то съемок, интервью, я работала с артистом даже там над техникой речи, над актерским мастерством, над интервью, мы прорабатывали ответы, работа в студии опять-таки над песнями, с какой эмоцией ты записываешь, о чем ты поешь, что ты говоришь, что ты пытаешься донести своему слушателю. Ну, то есть это прям вот такой очень увлекательный процесс. Меня прям это тоже в какой-то момент полностью захватило. И, наверное, 3 года я работала вот больше в продюсировании. То есть режиссура так, у меня там остались какие-то мои постоянные проекты, которые я делала, но это такие разовые были, какие-то, скажем так, явления. А так, в основном, я все время занималась продюсированием. Потом у нас была музыкальная группа, там поющие мальчики талантливые, люблю я тоже это дело. Вот. И как бы, это прям было очень круто, очень увлекательно. Но в какой-то момент я иссякла, скажем так, эмоционально, потому что я уже говорила эту фразу, я могу вдохновлять людей, когда они вдохновляют меня. Если меня не вдохновляет человек изначально, с которым я работаю, артист, то я не смогу ничего сделать. Были даже случаи, когда на меня выходили другие начинающие или, в принципе, артисты и говорили: давай, мы хотим с тобой работать, а давай ты будешь работать с нами, а давай ты будешь меня продюсировать. А я понимаю, что этот человек, для меня не является тем вдохновляющим фактором, который мне нужен. То есть если я не люблю своего артиста, я ничего для него сделать не смогу. Я должна, безусловно, любить своего исполнителя. Вот тогда я для него готова горы свернуть. Это правда. Ну, это честно зато. Да, я так и говорила всегда, что вот здесь я люблю, и я делаю все, а здесь я не смогу, насильно мил не будешь. Я не смогу это делать просто потому, что, вот мы там договорились, там заключили контракт, или там я получаю какую-то сумму денег за это. Нет, я не могу это делать без эмоций и без любви, не могу. Вот. Поэтому, что касается параллельных профессий, то есть вот где-то я думаю, что в продюсировании я бы могла себя реализовать, потому что, по большому счету, продюсер — это очень хороший организатор, и с креативным мышлением. А у меня как бы и то тоже получается неплохо. Вот. Поэтому какие-то творческие такие профессии, которые предполагают создание чего-то нового, интересного, я думаю, я бы смогла осилить.
но это не отменяет факт того, что я в любом случае режиссуру люблю, обожаю и ни на что не променяю. Аня, вот я знаю, что ты помимо режиссирования больших крупных проектов, концертов, ты еще режиссируешь клипы. Ну, это не совсем так. Я всегда боялась браться за клипы, если честно. На моей практике только один клип, именно мой как режиссера, как клипмейкера, он один единственный. Все остальные мои, скажем так, около клипмейкерские опыты, это все больше тоже было продюсирование. То есть это был момент организации съемок, это был момент креатива, но я не была в тот момент клипмейкером. Вот. Так что это был, да, это был интересный опыт, но он такой еще у меня на начальном этапе. То есть полноценно клипы я еще пока не снимаю, но уже очень сильно тоже хочу, и я думаю, что это в любом случае будет. Не сегодня, так завтра или послезавтра. Ну да. И хочется, чтобы на самом деле и клипмейкеры были тоже профессионалы, такие как ты. Я думаю, что если ты вот глубже уйдешь, в том-то и то дело. это у тебя просто будет... Да, вот смотри, в том-то и дело, что я не считаю себя профессиональным клипмейкером, поэтому, когда мне говорили, там, и мои ребята, вот с кем я работала, так давай ты нам снимешь клип, ты же режиссер, и ты наш продюсер, давай ты нам снимешь клип. Я говорю, нет, ребят, я не клипмейкер, я не понимаю многих технических моментов, я не буду за это браться. Вот режиссер, вот клипмейкер, вот он или она это будет делать, и я буду находиться рядом. И поэтому вот все предыдущие, скажем так, клипы, которые были на моей практике, они были вот момент такой наблюдательный. То есть я наблюдала за работой режиссера именно клипов, что он или она делали, как они иногда делали. Иногда, конечно, я потом сама себе думала, блин, я бы сделала по-другому, я бы сделала лучше, но это, знаешь, это только у меня в голове кажется, что я бы, может быть, сделала лучше, не факт. Но, то есть я наблюдала, и я впитывала какие-то знания и опыт. Для меня это тоже было очень важно, набраться опыта такого на площадке. И потом в какой-то момент я уже поняла, что да, я могу сама снять, и я сняла. Но это был вот первый, пока что последний раз, когда я сама сняла от и до. То есть я придумала, и потом с оператором-постановщиком работала на площадке. Не скажу, что это прям такой, знаешь, гениальный клипмейкерский опыт и там какой-то гениальный клип. Нет, у нас были тоже определенные условия, определенные обстоятельства, но в рамках тех предлагаемых обстоятельств мы сделали хорошую работу, я считаю. Это был клип на песню Аиды Николайчук «The Red Moon». Кстати, песню, для которой, собственно, нам тоже сделал саунд-дизайн Ерлан, наш общий знакомый, общий друг. Так что, видишь, все очень-очень тесно связано. Теперь я дважды не сомневаюсь в том, что это была замечательная работа. Ань, расскажи, пожалуйста, я знаю, что на самом деле твою огромную творческую жизнь я знаю вот в рамках того, что ты очень востребованный режиссер, вообще специалист как в Украине, у себя на родине и у нас в Казахстане. Но, возможно, я не знаю всех нюансов и остального списка стран и городов. Расскажи, пожалуйста, где тебе удалось поработать, где тебе больше всего понравилось, какие города, страны, ну и где, в принципе, люди больше всего понравились? Так, ну да, Украина вторая страна по значимости в профессиональной деятельности для меня это, конечно же, Казахстан. Так сложились звезды. Это вообще отдельная история для отдельного подкаста. Ну да ладно. Был, конечно же, у меня опыт работы и в России, в Москве. Ну и, конечно же, в Европу я тоже захаживала, моя нога. У меня были проекты в Италии, Испании, в Греции неоднократно, в Турции и в Великобритании, в Лондоне. Ну, в Лондоне мы, конечно же, с Димашем летали, поэтому это такая... Тут был микс разных стран. Украина, Казахстан, но в Лондоне. Вот так. Специфика работы, конечно, в каждой стране, разная и своя, честно. Я могу тоже долго про это говорить. В Лондоне... Ну, давай вкратце, это очень интересно. Вкратце. Ну, значит, Украина, Казахстан, все отлично, все свои люди, все понятно, все прекрасно, все замечательно. Сложнее всего, прям тяжело было в Англии.
Лондон такой чопорный город, и тяжело было в технических моментах с подрядчиками, с площадкой, ну, то есть такой организаторский процесс, который был непосредственно связан с принимающей страной, он тяжело давался. Это было, ну, вот прям чистой воды правда. Легче всего было работать, нет, веселее всего было работать с итальянцами. У нас в прошлом году был проект во Флоренции, ну, рядом с Флоренцией. Очень веселые люди, вообще техники, организаторы, все, что, знаешь, вот итальянская их натура, веселая, легкая, вообще очень было весело, именно весело, знаешь, при этом, что очень хорошие специалисты все делали четко, быстро, понятно, то есть мы понимали друг друга с полужеста, с полуслова, сложно сказать, потому что мой украино-английский и их итальяно-английский, конечно, оставлял желать лучшего, и мы друг другу вообще жестами. Итальяно-английский — это вообще убийство. Да, но поскольку они эмоциональные и любят все жестами объяснять, и я такая же, понимаешь, видимо, у меня тоже где-то там в глубине души итальянская кровь, и я тоже очень эмоциональная, и все у меня тоже на жестах, я все время руками этими машу своими. И вот мы, значит, с жестами, шутками, смехом, прибаутками друг друга очень хорошо понимали. Легче всего было работать, как ни странно, в Испании, потому что на тот момент я уже поняла, что великая сила, значит, приложений iTranslate, который переводит тут же твою речь на любой другой язык мира, и я там уже общалась с испанскими подрядчиками. Вот с помощью этого приложения, и мы, ну, все четко, легко, понятно, вообще без сучка и задоринки. Но это было не совсем, конечно, в Испании. Это было на Канарских островах, это был остров да, Тенерифе. Ну, как бы, поскольку это является частью Испании, то, как бы, говорили мы на испанском, пытались мы говорить на испанском языке. Но тоже был очень оригинальный опыт, я же говорю, при том, что у нас вот этот вот iTranslator, прям всем рекомендую, кто делает международные проекты, закачать себе такое приложение очень сильно удобно, прям очень круто. В Греции были проекты, ну, как бы это уже прям такая своя родная страна, там все понятно, и тот город, куда мы приезжали, и те коллеги с той стороны, с которыми мы сотрудничали, по-моему, 3 года подряд мы делали там большой международный фестиваль, ну, прям там у нас все отлажено, мы друг друга понимали тоже очень быстро, легко, и все было классно. Слава. Да. Ну и Турция, собственно, тоже, потому что Здорово. Турция, в принципе, она такая страна интертеймента, она заточена на то, чтобы делать проекты разного жанра и формата, поэтому там тоже никаких трудностей или сложностей с организаторами с той стороны не было, поэтому все легко и просто было. Вот. Ну, а Казахстан вообще моя любовь. Поэтому я обожаю делать там проекты, я обожаю там своих друзей, родных, с которыми мы уже прям очень сильно породнились. Это и сначала были коллеги, а потом стали друзьями, и все, и теперь это уже неразрывная часть жизни. Я очень сильно за вами скучаю. Да. Я очень, Ань, ты не представляешь, как. Вою на Луну. Действительно, мне так... Каждую ночь мне очень тяжело переносить, потому что днем как-то мысли затуманиваются, а вот ночью весь мыслительный процесс, все чувства, все эмоции, они выплескиваются наружу. Ну да. Понимаю тебя, понимаю, малышка, понимаю. Ну, я думаю, что я уверена, что... У нас такая же любовь, если честно. Но я же чувствую взаимность. Продолжай. Я же чувствую взаимность, я же тебе говорила, поэтому я знаю. Я знаю. Сейчас у нас получится плачевный подкаст. Давай, может, закругляться. Слезы наворачиваются, я не Всё, преувеличиваю. давай на этой трогательной ноте закругляться. У меня еще... Ира, у тебя есть еще вопросы? Нет, у меня еще есть вопросы. Да, их немного осталось, но они не менее интересные. Тебя просто слушать одно удовольствие. Ну, не знаю. Потом почитаем комментарии, узнаем. И вот... Да, ну мне кажется, что люди растают. Ну, посмотрим. Вот ты поработала, да, за границей, был опыт. Но есть же ведь площадки, о которых ты мечтаешь. Ну, это как у любого вообще человека есть то, о чем он мечтает. Вот какие площадки ты хочешь покорить? Ой, знаешь, я бы на этот вопрос тебе могла очень красочно и ярко ответить еще там в начале года или в прошлом году. Я бы там тебе наговорила кучу каких-то, знаешь, нереалистичных, может быть, где-то фантастических
проектов, локаций, я вот хочу сделать то, я хочу сделать это, я хочу работать там, хочу с теми. Но сейчас вот этот наш карантин пресловутый, он всех немножко приземлил. И сейчас я тебе так отвечу, я просто хочу работать. Вот, и я хочу, Просто. да, я не, ну, для меня уже, ну, не то чтобы не имеет значения, где, что и как, нет, конечно же имеет, конечно же все должно быть по любви, но уже нету, знаешь, той где-то амбициозности, наверное, которая, ну, там, была, не знаю, что ли, как розовые очки, можно так сказать, да, то есть тебе кажется, когда вот тебя прет, тебе кажется, что так будет переть всегда, и все, и ты летишь, вот, и ты не чувствуешь земли под ногами. Но я же говорю, вот этот вот период, он, по крайней мере, меня он приземлил, то есть я поняла, что надо быть более, скажем так, реалистичной и flexible для разных ситуаций в жизни. Поэтому сейчас я отвечу так, я буду счастлива поработать на любой площадке, над любым проектом, который будет приносить мне удовольствие. Не имеет значения размер, формат или местоположение. Главное, чтобы все было в удовольствие, по любви и по-настоящему. Вот так. Очень мудрый ответ. Так. Ай, ну все, давай, действительно, будем подводить к концу. Очень не хочется, и я бы с тобой, если честно, бы говорила бы бесконечно. Будь у меня вечная батарейка, Ну, ты знаешь, вечный аккумулятор. Мне тоже очень потому нравится такой формат, и с тобой общение, оно прям такое, знаешь, льется от души. Я бы действительно с тобой тоже говорила и говорила, но у меня садятся наушники, и, по-моему, мне уже звонил сын несколько раз, поэтому мать должна вернуться в семью. Хорошо. Я тебя отпускаю, Ань, с очень тяжелой душой, потому что я очень сильно скучаю. Я тоже, Это правда. я тоже, малышка, я тоже. Я думаю, что мы скоро увидимся. Я прям в это верю и чувствую. А меня моя интуиция никогда не подводит. Боже, я скрестила пальчики. На удачу. Дай Хорошо. бог, чтобы так случилось. Ань, спасибо тебе большое, что ты стала моим первым гостем. Я надеюсь, что у моих подкастов будет долгая жизнь, интересная и красочная. Вот, и я безмерно рада, что ты мой первый гость, что у нас такая увлекательная беседа, полезная не только для людей из твоей сферы, она полезная, в принципе, для людей из любой сферы деятельности, потому что мы говорили не только о профессии в узком понимании, мы говорили даже о жизни, о мудростях, о многих интересных и полезных вещах. Дорогие слушатели, спасибо, что были с нами. Подкаст «Тенда», подкаст музыковеда из Казахстана, из города Нур-Султан. Всем всего хорошего, любим вас, скучаем. Пламен, привет из Казахстана. Из Киева. Из Киева. Дякую very much. Из Киева. Коп рахмет. Я тоже сильно тебя очень сильно люблю, обнимаю и всем передаю привет. Всем пока-пока.